Этот сюжет начинается с координации нового дня нашего путешествия по Закарпатью. Приехали на буйволиную ферму. Как прикольно все сделано. Эта ферма, разводящая буйволов и перерабатывающая молоко на гамму молочно-кислых продуктов, находится на окраине небольшого городка Виноградово в болотистой долине, окруженной горами. Этому хозяйству чуть больше 10 лет, и возникло оно благодаря энтузиасту идеи возрождения популяции этих животных, обитавших в Карпатах в течение последних 1500 лет. Энтузиазм, умноженный на деловой подход, привели к очевидному успеху. На ферме около 50 буйволов, дающих потомство и питательное молоко, содержащее до 8% жира и 6% белков. Обычно буйволица может давать за день до 7 литров молока. Обычная корова дает раза в 2 больше. Соответственно, себестоимость молочных продуктов из буйволиного молока выше. Вес буйволов часто достигает 700 и более килограмм, а продолжительность жизни 35 лет. Они известны неприхотливостью в пище, выносливостью к погоде и добродушным нравом. Из рассказа экскурсовода выяснилось, что еще 100 лет назад в этих местах были тысячи буйволов, используемых как тягловая сила. Крепкие копыта, густая шерсть и короткие ноги сделали буйвола идеальным рабочим животным в горах. Но налетевший технический прогресс, как ему и положено, отобрал работу не только у людей, но и у животных, наверняка порадовав их защитников, не понимающих связи между процессами, более сложными, чем очевидность. Популяция буйволов резко сократилась в короткие сроки, а небольшое оставшееся количество используется исключительно для производства молока. После экскурсии хозяева предлагают посетителям дегустацию продуктов, произведенных тут же, за вполне символическую плату. Список предлагаемых на пробу продуктов состоит из 8 наименований, представленных на деревянной дощечке с порядковыми номерами для каждого. Единственный продукт, сделанный без участия буйволов, на который мы напросились, были 2 чарки чего-то высокоградусного, способствующего дегустации без излишней брезгливости. Но эти кадры уже сняты час спустя в предприятии другого профиля, хотя и логично предположить, что как-то связанным с предыдущим. Как говорится, между первой и второй перерывчик небольшой, и мы прямиком попали в магазин при винозаводе компании Чизай, явно более прибыльном предприятии. Производство довольно классическое, мало отличающееся от многих виденных раньше. Так же, как бутылки вина во всем мире внешне схожие, сильно отличаются содержимым. Вина от Чизай популярны не только в Украине, но и далеко за пределами, и карта вин онтарийского государственного монополиста по обороту алкоголя включает 3 наименования. Некоторая чинность, наблюдаемая в поведении группы в начале экскурсии, улетучилась как винные пары, когда пришел черед дегустации, прошедший на высоком всеобщем эмоциональном подъеме. По завершении дегустации естественным образом сложилось однозначно правильное решение воспользоваться единственной прямой дорогой, ведущей от шато Чизай к ресторану Чизай, известном в округе под именем Малая Гора. Как известно, слово «шато» означает «усадьба с виноградниками» и происходит из Франции. Вдохновленный идеей создания собственной марки вин, коренной закарпатец Геннадий Гутман, проживающий в США и занимающийся экспортом итальянского алкоголя в Россию, в 1995 году выкупил старый винодельческий завод и отстроил новый. Старое название Чизай осталось. Происходит оно из XIII века, когда венгерский король Иштван подарил эти земли своему придворному по имени Чиз. Чизтай, по-венгерски имение Чиза, и в произношении с течением времени буква выпала, оставив современникам Чизай. Вообще в Закарпатье вино делают практически в каждом дворе, и винодельческие традиции уходят в века до нашей эры. Благоприятный микроклимат, богатые минералами почвы и экологическая девственность региона делают его сравнимым с бургундским шабли,
а урочище Мала-Гора называют Малым Токаем по имени горного массива в Венгрии и Словакии. 14 сортов белого, розового и красного винограда, отличающегося выигрышным балансом сахаров и кислот и отменной созреваемостью, выращиваются в Шато Чизай. Наиболее известными являются Каберне Савиньон, Фурминт, Траминер розовый, Рислинг рейнский, Муската Тоннель, Пино Нуар, Мерло и другие. Вино от Шато Чизай экспортируется в страны Европы, США, Канаду, Израиль и даже в Австралию, но до 70% реализуется на местном рынке. С учетом того, что в среднем украинец потребляет 2-4 литра вина в год, а француз 42, основная стратегия компании – это продвижение товара внутри страны. Существует околонаучная гипотеза, что употребление 200 грамм красного вина эквивалентно 2 часам, проведенным на тренажере. Якобы это ускоряет обмен веществ, а содержащиеся в вине витамины группы В благотворно влияют на организм. В целом же эксперты советуют придерживаться дневной нормы 2 грамма вина на килограмм веса человека. Поскольку высчитывать нормы потребления ни у кого намерения не было, а день клонился к закату, самым практичным было присесть за один из столиков в этом привлекательном снаружи ресторане при мини-отеле и вкусить закарпатских блюд из богатого меню, включающего яства из Венгрии, Грузии, Франции и Италии, в сопровождении напитков из недалеко расположенных погребов, под звуки скрипки, поднимающие всеобщую гармонию вокруг до совершенства.